Доброе утро всем, друзья мои. Сегодня понедельник, 20 февраля. И мы едем уже, с нулей. Нет, даже не с нулей, а с 10:30. Кадр, с 11:30 ночи. Короче, ночная езда ломает конкретно меня, Фу. Еще загрузился я стеклом, 12 палетов таких, даже не знаю, как сказать, палеты, рамы со стеклом. Что там такое было? Палеты, рамы со стеклом, короче. И везу я 420 километров, осталось 120. Тяжело. Днем спать вообще невозможно. Ладно, там, если бы хотя бы в 3 часа ночи стартануло. Тут, получилось, что встал 10:30, уже на ногах, 11:30 выехал. Не 11:30, без 15-12 выехал уже, и в 12:30 был на месте, как и планировалось. Загрузка, говорили, что 10 сначала этих самых ящиков, потом оказалось 11, а в итоге я уже все закрыл, а чудак пошел выписывать накладные и говорит: сори, еще один палет, елки-палки. Пришлось опять открывать борт, все это дело раскреплять сзади и еще один ставить палет. Там не палет, там такие ящики, и в них стекло. Ну хорошо, там ребята не коврики ставят, надо открывать оба борта. Правда, один полностью открывать, а второй только нижние эти самые снимать. Алюминиевые доски, грубо говоря. Потому что там они крючки ставят. Они забирают, короче, у меня, он сказал мне сразу 14 ремней. Я ему дал, подготовил 14 замков, плюс еще 16 замков в итоге. Они кладут их наверх, и потом, когда ставит он эти по 2 поддона на прицеп, сразу они цепляют с одной стороны, а я ших замки ставлю. Ну, конечно, и коврики они свои там ставят резиновые. В принципе, достаточно быстро. Загрузили где-то меньше, чем час, 50 минут. Это то, что я должен был загрузить, в пятницу. Ну, потом просто пришлось опять открывать один борт, добавлять еще один ящик. Ну вот. Там по плану было 8 я должен приехать, но не знаю, я может к 10 приеду. Надеюсь. Потому что, рубит конкретно. Я уже даже 45-минутку поспал. А сейчас еще по дороге, просто вырубает. Остановился, еще 15 минут взял. Что, это не дело, когда ты едешь и тебя ломает. В принципе, ночная езда. Но я еще раз говорю, если бы там в 3-4 встать, да, а то, грубо говоря, полночь уже надо ехать. Не делает. Я думал, сейчас вот на 15 минут прилег, будильник взял, думал, сейчас будут звонить, уже интересоваться. Я думаю, что будут звонить чуть позже. Может, даже прямо сейчас позвонят. Где там и что? Ну что, скажу как есть, скажу, не могу, рубит.
Нельзя ехать, когда рубят. Ну, сейчас вроде, блин, ну как подремал, может, минут 5 я поспал, может быть, 7. И будильник прозвонил, сразу скочил. Прозвенелся будильник, сразу скочил и завелся и погнал. Тяжелый, короче, день сегодня начался. У меня, получается, ночная работа. Это я, блин, могу ехать 9 часов. Плюс у меня там 25 минут уже молоточки. Ну, ничего там борзеть не буду. Стараюсь по максимуму выехать. Ну как по максимуму? 9 часов. Я не знаю, что дальше там будет. Потому что мне уже на данный момент осталось работать 6:43. Из них 4:46 ехать. Ну, я надеюсь, быстро выгрузят меня. Ну, 6:46 с десяткой, конечно. Просто сейчас хоть расцвело, можно поговорить. И не будет, может быть, так рубить. А так вообще, реально, состояние такое, блин, ну его в баню. Когда ехал на фирму, никаких ночных. Иногда, может быть, надо будет там в 3 часа встать, чтобы в 4 где-то быть там на Кока-Коле. Ну вот видите, как получилось. Сказали бы они в пятницу, что груз будет там типа в 6 утра. Вот нормально было. Приехал бы спокойно к 6, блин. Или в 4 хотя бы. А так был первый. Ну что? Что поделать? Так, вдобавок, как-то вдогонку предыдущих видео. Я там в одном из видео говорил, но я вообще давно вот это не понимал в Германии, когда идет какая-то пробка, почему не обочину освобождают широкую, а именно лево и влево, это понятно, а правый на обочину. Оказывается, у них тут такая регула есть в правилах, что если больше если две полосы, тогда якобы первая вправо становится, вторая влево, и освобождают центр. Как бы. А я что-то почему-то думал, а почему на обочине, по обочине не едут, по обочине же все нормально, и широко, и нормалек. Ну, подсказали подписчики, комментарии, спасибо, буду знать теперь. Я же не изучал немецкие правила, ну, как бы так. Может быть, и кому-то из вас будет полезен совет. Почему расходится влево и вправо, освобождает центр. Так, что там еще было? Какие-то вопросы были в комментариях. Может быть, по ходу вспомню. Ну, а так, выходные прошли на базе. Нормалек, помылся, постирался, навел порядок в кабине, достал кое-какие причиндалы для съемок, может быть, так, что на голову одену камеру. Достал камеру 360 градусов, надо будет один раз попробовать, просто ее куда-то установить надо. Может, где-то поставлю, что-нибудь поснимаю. Пока не взял я из дома, к сожалению, такую держатель, который на руль, да, велосипедный ставится. Можно было бы и на руль здесь в машине поставить и снимать тогда так перед собой. Ну, что-нибудь буду думать. Прищепка есть, но не знаю, насколько она тут будет на руле держаться. Ну, может быть, будет и интересно. Честно говоря, не знаю. Да. И даже помыл дождь. Вот эти выходные были дожди сплошные, ветер, дождь. Ну, удалось убрать кабину, как я говорил. А еще я решил помыть снаружи кабину. Но не щеткой, нет у меня щетки. Взял тряпку, ведро
налил воды и помыл кабину. Сейчас приятно ехать, не стыдно, так скажем, ехать. Это какой-то бред, блин. Машину негде помыть. Ерунда какая-то. Ее вообще надо бы помыть. Баки черные там. Походу, когда-то наливал, может быть, даже и я наливал полный бак до горлышка. Там видно, где-то просачивается топливо по баку. Боковых спойлеров нету. На некоторых машинах, кстати, есть, я заметил. На моей почему-то нет. Это все видно. Такой вид противный. Еще в пятницу у меня был перецеп. Ребята, я, блин, не мог, наверное, минут 15-20 отцепиться. Вообще не мог отцепиться. Это было что-то. Я и так. И, блин, транспортное положение. И чуть выше, и чуть ниже. И с ручником, и без ручника. И с тормозом, и без тормоза. Блин, и с прицепом тормозом, и без тормоза прицепом. Я повторяюсь, я в прошлом видео это сказал. Но, блин, я никак. Попросил коллегу. Он говорит, я сейчас тебе покажу. Он помог мне, да? Он просто... Там ручка выходила на 2/3. А дальше она не выходила. Что-то ей не давала. И отпружинивала дальше. Вот. Ну, говорит, я сейчас рукой буду держать. Ты чуть-чуть вперед поедешь, и он выйдет. Ну, так и произошло. И он говорит, я тебе один способ покажу. Ну, нужно покупать резинку. Знаете, есть такие резинки, как от экспандеров. Ты ее цепляешь за ручку стопора. Натягиваешь. Когда она выходит на эти 2/3, натягиваешь по максимуму. И второй конец цепляешь, ну, за что-либо, чтобы она была в натяжении. И тогда ты идешь вперед, чуть-чуть делаешь, и резинка вытягивает стопор. Я посмотрел, мне вот Витек дал когда-то такой стопор, резинку, но она такая неэластичная уже, как бы, ну, старая. У меня есть такая синяя, я использую для белья, когда сушу. Ну, попробую, в следующий раз будет прицеп вот так сделать, потому что очень странно такая ерунда. Блин, я вообще в шоке был, блин. Еще, блин, парюсь, а мне потом звонит и говорит, ты уже на паузе 27 минут. Я говорю, какая пауза? Я перецеп делаю, блин. На паузе, блин. Да, конечно, я там в один момент выключил двигатель. По привычке хестеркамповской, да, у нас там, блин. Типа холостой ход. И он встал на стульчике, конечно. Конечно, там у него показывает их паузу в системе. Но по факту какая пауза? Я тут ношусь вокруг этого прицепа, блин. И так, и сяк, и, блин, по-разному. Подцепил вообще без проблем потом. Вот этот, который сейчас везу. Этот прицеп уже такой солидный, на нем написано Cargo Trans уже там. И внутри чистенькие, и ремни чистые. Вот. Ну и пока все в порядке. И главное, когда стекло грузишь, они горят себе, надо вытащить по максимуму все, потому что последний клетка шла, там такой люк есть, и в нем лежат эти ремни и замки. Вот. Блин, хорошо, что я уже знаю, что они там лежат, и я проверил на базе, что там были. Иначе, прикиньте, тут один пластиковый ящик с левого борта сзади, и там нету ни одного ремня, ни одного замка. Там уголки какое-то количество и коврики резиновые. Офигеть, важная штука, блин. Коврики впереди, коврики там. Непонятно, блин, так много, а вот туда надо ремни положить. Причем ремни такие достаточно новые. Ситуация интересная. Чудак какой-то, коллега, приехал на этот самый, на погрузку, может быть, даже вот на этом прицепе. Но
Ну и ему сказали ремни дать. Он дал ремни, они старые. Сказали, пока не будет новых, грузить не будет. Пришлось покупать новые ремни. И вот смотрю, вот у меня, это мне сказал Арвид, рассказал. Там еще есть дальше история, просто я не буду распространяться. Не хочу пока. Вот. Ну, короче, я подцепил этот ремень, и мне кажется, что это вот как раз этот прицеп, где вот коллега покупал ремни. Потому что совсем новые были. Не то, что нулевые, нет, они уже были разорваны, значит, они уже использовались как бы. Но, походу, это именно этот прицеп. Аккуратно сложены. Я не знаю, я думаю, что я коврики вытащу, оттуда. И положу туда какое-то количество ремней. А то, когда последние ставили, ящик чуть не заставили. Пришлось бы тогда поднимать, потому что нужно было еще 2 ремня. 2 замка. Потому если у вас, например, получается ситуация, что нет ремней вроде, смотрите, есть ли у вас люк в прицепе в кормовой части, так вот, в дне. В меговском прицепе, возможно, типа второе дно. Но, в принципе, сейчас расцвело, уже чувствую себя намного лучше. Вот. Сколько, в принципе, я еду? Уже 5:25 я еду. Как-то 420 километров, плюс еще там 25. Ладно, возьмем 450 километров. Я должен был бы ехать 5 часов и... Ну, сколько? 50 километров. И еще 5:40. А я уже еду 5:26. 5:26. Ну, там в одном месте я в пробку попал. Какой-то маленький. Ну, это из-за этих не габаритов. Крупных габаритов, вернее. Они шли там медленно. И такая маленькая пробка. Ну, мы двигались, но минут, наверное, 10. Так, очень медленно. Вот. Но все равно, ну как? Вообще, в принципе, 6 часов планировал я поехать. Ну, блин, мне еще ехать 1,5 часа. Получится все 7 часов поездка. А, не, ну это 6, это оттуда я планировал 6. И... да. И там где-то минут 30. Ну да, тогда примерно так и есть. Груз у меня получилось где-то 39 общий вес мой. И при подъезде, при заезде там весы, смотря, было у меня 15 800, а сейчас 39 с копейками. То есть получилось где-то 21 тонну я взял. Достаточно тяжелый. Когда в горку поднимаешься, так очень тяжело идет. Особенно такое ощущение, что второе дыхание открывается, глаза типа болят, но уже не закрываются. Знаете, когда в первую смену идешь, не в первую смену, когда со второй смены возвращаешься с работы или с вахты там, да, или вот когда я в троллейбусе работал, первую половину, вот такое ощущение, такая усталость, блин, в глазах. Я даже, блин, 2 энергайзера выпил, только толку от этого нет, еще больше спать захотел. Может, они там не энергайзеры с этим, блин, снотворным эффектом, блин, но и в бане такой эффект. Реально просто, блин, рубило конкретно. Я даже не отключал эту по полосам движуху, сигнализацию. Ну, не так, чтобы глаза совсем не закрывались, но просто я, блин, боялся, что, блин, в любой момент могут закрыться, но это не дело. Это лучше получить пистонов по телефону и объяснить ситуацию, чем, блин, ну, его в бане, это очень опасно, чем куда-то уехать. У нас и так
по-моему, 3 машины, 3 тягача разбитых. За одну неделю 3 машины разбили. Офигеть. Либо тоже вот с просонья, либо по неопытности, либо гонщики. Один разбил, его там уволили сразу. Ну, я знаю про одного, что вот там стоит разбитая машина. Короче, ребятам не повезло. Ой, что там такое лежит? Собака? Собака сбитая. Это не собака, блин. Там что-то слишком большое, блин. Какое-то животное, может быть. Лохматое, но, блин. И кого знает. Кому-то на машине нету. Может, долбанул и дальше поехал. Фу. Поездка. Нехорошие случаи, когда, блин, в тебя въезжают. Ой, не въезжает, а вбегает. Косуля, лось, собака, да, заяц. И есть гуд, поверьте мне. У меня был случай, что я даже не заметил, как меня косуля въехала в правый борт. Реально, я, блин, даже не понял. У меня там оставалось буквально 15 минут до конца смены. Я уже летел на паркинг. Ночь. И что-то так краем глазом. Не то, что даже не увидел, что-то такое, как мелькнуло. И так чувствую такой удар. Бах! Ну, блин, даже, поверьте, не было времени вообще останавливаться и проверять. А если все в порядке, то просто что-то прилетело. Я подумал, вообще сначала, может быть, какая-то сова. Потому что частенько совы попадались. Ну, в лобовуху мне нет. Ребятам в лобовуху попадались в верхнюю часть. Мне верхнюю часть кабины, блин. Вы-то так хопа перед тобой. И есть, слышишь, дух. Потом смотришь, только там перья, блин, наверху. Ну ладно, приехал на паркинг, вышел, смотрю, вроде все в порядке. А начал внимательно смотреть, смотрю, блин, на колесе, блин, шерсть, на крыле шерсть, подкрыльник выбит, поворотник выбит, фара треснута, зашибись, блин. Ну, надеюсь, с ней там все в порядке было, блин. Косули то. Я начал рассматривать регистратор сразу, блин, и смотрю, блин, даже когда начал смотреть, сначала не увидел, потом такие хопа, типа тень, глаза так. Я даже, кстати, видео сделал с этой косулей. Я потом как-нибудь заброшу где-нибудь или на Фейсбуке, или так просто отрывок, шот видео, блин, заброшу. Что там скрывать, что было, то было. Но сам факт, что я, конечно, наверняка я нарушил, надо было остановиться, вызвать полицию. Неважно, живая они или мертвая. Оформить каско. Ну, в итоге, блин, не было у меня. Да я говорю, я даже не подумал, что это косуля. Да потом уже, знаешь, приходится сознание, что что-то там было, что-то не то. Как-то вот так. Фару потом заклеил скотчем. Дырку. Ну, видео оставил себе на память. С меня самориск, половину самориска высчитали. 350 евро у меня за фару высчитали. Как самориск, типа 700 евро, 50% пополам. Потому что если очень нужно было бы,
можно было бы утром поехать, вызвать полицию, сказать, вот буквально только что. Ну, сказали, не надо так делать. Езжай дальше, будем обращаться в страховую компанию. Ну ладно, это в прошлом. Теперь зато просто я знаю, что на будущее, если что-то происходит, надо останавливаться, вызывать полицию. Потому что, ну, не твоя это вина, конечно. Скорость просто небольшая, нормальная скорость. Не нарушал я скоростной режим, но как-то так, блин, даже на видео она так появилась, блин, из ниоткуда. Так что можете меня, конечно, судить, но когда первый раз такое встречается, случается, вернее, да, немножко в шоке, и тем более, когда ты не понимаешь, что это было вообще, что там за такой тень-удар, и у тебя еще времени нет, ты это понимаешь, тебе нужно паркинг найти, иначе время закончится. А так вот остановишься, ничего нету, блин. Птица какая-то пролетела, блин, а время тикает. Когда ты обход не сделаешь, я тогда приехал, мне тоже там оставалось, по-моему, 3 минуты до конца. На паркинге осталось. Так что вот так, каюсь, был такой грех у меня. Но теперь пофиг, даже если время, блин, у меня будет истекать, по барабану. Остановился, вызвал полицию и все. И снял с себя, блин, все эти проблемы. Потому что, насколько я знаю, в Скандинавии, блин, там офигенные штрафы, блин, офигенные. Да и жалко, блин, животное. Так, ну что у нас там? 87 километров, друзья мои. Ну, показывает 1:20. Наверное, потому что буду ехать по этому самому, по городу. Это мне. И самое интересное, вот этот вот, я думаю так, тахограф, когда начнется подсчет времени ночного, начнет мне пикать, что осталось там 15-20 минут. А вот планшет почему-то, я вот смотрю, замечаю, он не считает, что у меня ночная работа. Хотя я уже 4 часа ехал, с 0 до 7, да, по-моему, 4 часа доехал. Вот я в это время ехал 4 часа. Ну, не знаю, может быть, здесь с 0 до 4 считается. Тогда я не ехал 4 часа. И на молоточках не стоял, чтобы 4 часа в этот промежуток было. Потому что я даже не знаю, не у кого спросить на фирме, когда считается ночная работа в этой компании. Ну, в среднем, как говорят, с 0 до 7, если 4 часа у тебя есть вождение и молоточки, значит, это уже ночная работа, и ты должен работать не больше 10 часов в этот день. Ну, имеется в виду вождение и молотки. А тогда он должен был бы мне написать здесь. Например, 5:37, ну, из них там я полчаса доезжал, то есть, грубо говоря, уже 5 часов, плюс молоточки, 20 минут, 5:20. Значит, он должен был мне написать, что я должен закончить через 4:40. Но он пишет, что через 6:40, с условием того, что у меня 8:40 уже рабочая смена как началась. А вот тахограф, я это не знаю, который в Хейстеркампе был, он предупреждал. Новые тахографы считают вот эти вот. Хотя это тоже вроде как бы новый. Там, кстати, по-моему, в каком-то меню можно было посмотреть ночная работа. Или это все-таки там, где я работал на Ника 2, там можно было посмотреть. А здесь что-то я такого не видел. Ну, надо будет посмотреть, когда встану, что там он мне покажет. Да, уже намного легче себя чувствую, лучше, так скажем. А то
была вообще какая-то беда. Просто беда. Ну и плюс, наверное, то, что я разговариваю с вами. Поэтому с камерой на данный момент. Поэтому как бы нормалек. Да, потом покажу тут видос. Как-нибудь выпущу шорт-видео, как бывает. Ну, ребята, как говорится, едем дальше. Мы, кстати, куда едем, я вам тут не сказал. Едем мы Акен, городок Акен. Я там был, я там бывал, кстати, в этом Акене. Вот, туда мы и несемся. Это, а что у нас тут ближайший городок? Я не помню, какой тут городок известный. Не вижу, слепой уже стал. Вот это фигово, она не дает мне, блин, название. Не видно. Что эта карта даст? Магдебург, да, Магдебург. Чуть вниз под Магдебурга, под Магдебург и потом налево. Ну ладненько. Едем в сторону Магдебурга. Только что мимо проехали баги, а сейчас, ну не только что минут 5 назад, а сейчас смотрю, баги становятся, ну вы видели, да, с правой стороны на пост. Наверное, кого-то тормознут. Понедельник, хотя, не знаю, если вот они так стоят на посту, я даже не знаю, что, наверное, АДРов высматривают. Либо у них, может быть, там аппаратура какая-то есть, которая считывает. Ну, на данный момент у меня вроде нарушений нету. Единственное, что карточку не вытаскивал на базе. Тебе надо в следующий раз вытаскивать карточку на базе. Если есть задание, все равно пришлют на WhatsApp. Что-то я как-то забыл с этой суматохой и не вытащил. Мне там оставалось, блин, там минут. Я забыл ее вытащить. В принципе, думал, еще в четверг думал, приеду на базу, вытащу карточку. Я имею в виду чип. А тут с этой суматохой, блин, потому что я приехал, мне там оставалось 7 минут с этими непогрузками. Блин. Я такой очень, так скажем, недоволен был, блин, с тем, что, ну, вообще, с планированием с этим. Я бы, если даже грузился, я бы не успел бы на базу вернуться. Вот в чем дело. Я даже, может быть, не успел бы выехать с завода. Так что, может быть, хорошо, что не было груза, блин. Да, некоторые нюансы, конечно, здесь поражают. Особенно в пятницу, субботу не работают. Самое раннее бывает иногда, там, 3 часа выезд. Да, это не про меня. У меня всегда, блин, что-то, но не так. Мне понравился. А ты, почему ты не поехал на погрузку? Как что, я прицеп меняю? Вот зачем ты меняешь прицеп? Ну, ребята, ну, блин, ну, посмотрите хотя бы, какие вы там задания даете диспетчеру. Он же мне прислал, чтобы я поменял, номер дал прицепа, какой менять. Какие вопросы ко мне? Вот мне просто захотелось поехать на базу и поменять прицеп. И все. Что там, 48 километриков,
54 минуты показывает. Один 46, другой 49, 48, 48. Ой, 54. Один 54 минуты, другой 43 минуты, другой 45 минут, следующий 49 минут. Короче, меньше 50 минут. 47 километров. Как-то, блин, наверное, где-то там что-то нехорошее. Типа города, по городу долго ехать или что? Как-то он так считает, интересно. Интересно, странно. Вообще, блин, кто мне говорил, там во Франции полицейские, я не буду говорить 100%, но полицейские баги считают, что если ночью едешь, значит паузу должен делать через 3 часа. И это правильно. Это реально правильно, потому что, блин, одно дело, я говорю, ты стартуешь там в 4, а другое дело, ты стартуешь в 0, выезжаешь уже. Это, блин, большая разница. Потому что человек, блин, плюс с 2 до 3, с 2 до 4 должен отдыхать. Организм тогда восстанавливается именно в это время, а не ехать. Я вообще точно, я не писался на ночную езду. И вот сейчас не помню, меня попросили или мне сказали. Это очень важный момент. Одно дело, когда попросят, другое дело, типа, блин, сказали. Шульце, что это? Ручей немецкий. Что, только начинаешь пробовать обгонять его, блин, появляются легковые. Надо, блин, Таллы Валдесу будет позвонить, узнать, как там дела. Нашли ему груз, не нашли. Поехал, не поехал. Как бы тоже хочет мне дать, чтобы я его погнал, но, блин, не получается. Вот там за мной еще 2 машины идут, еще одна за мной идет. Чисто вот это сейчас, наверное, меня обойдет, и я пойду тоже на уклон. Надеюсь, он не это самое, не будет топить. Надеюсь, и жди. Не топит. Хотя нифига, топит он, блин. Он в куртке сидит, холодно, блин. Но это такая машина, которая не это самое, не... Ну, хотя там, может быть, есть одно спальное место, низкая кабина. Неудобно вещи хранить. Если только ты по месту работаешь, живешь и работаешь. Все, погнали мы его, погнали дальше. Надо немножко поторопиться. Куда-нибудь зашлют потом. Зашлют меня бы, чтобы еще нормально выгрузили быстро. Это, блин, важно. Если бы 5 часов осталось. Останется 5 часов работы. И вождение 3 часа. Ну, 3 часа я не буду ехать. 2 часа я буду ехать. Надо даже сделать, чтобы девятку не перейти. Потому
потому что она, эта девятка сегодня она бестолковая. Я имею в виду 9 часов вождения. 10 час не брать. Потому что говорю, что бестолковая. Ну, уже расцвело. Температура 6,5 градусиков. Настроение, ребята, отлично. Кстати, 2 недели прошло. Я уже работаю. Уже освоился с некоторой неразберихой в организации. Уже свыкся. Вчера разговаривал, познакомился с коллегами, которые приехали сейчас из Вильнюса. Послушал их мнение. Свое не говорил, но скажу, что аналогичное мнение, что у них аналогично моему. Ну, работают. И, кстати, из-за того, что типа машины 3 побиты, чудак, например, один говорит, 5 недель дома сидел. 6 отработал, 5 дома сидел. Говорит, если бы вещи не оставил бы в контейнере, так уже и не вернулся бы сюда. Зачем это надо? То машин нету, то еще что-то, Как-то вот так. Но это, конечно, круто. 6 отработать, 5 дома сидеть. Нафига это надо, Тем более зимой. Там весной поздней, летом, осенью, да, там. Потому что наверняка огороды, дачи, грибы, рыбалка. А так, не, я на такое точно не подпишусь. Поэтому вещи надо будет с собой забирать. Но еще не факт, что меня тут оставят. И вообще не факт, что я здесь еще сам останусь. Потому что, как это говорится, я молчать не умею особо на какие-то такие вещи. Ну, я никого не оскорбляю, но некоторые вещи я отвечаю категорично. Ничего не поделаешь. Мне все-таки уже 56 мне уже. Я половину жизни прожил, у меня есть свои принципы, свои знания, свой опыт, Но еще скажу так, что смешно, Наташа мне говорит в последнее время, мне слово блин паразитировало в обратную сторону. Когда-то в детстве я его употреблял, потом я его забыл. Когда работал в Балтикоме, руководил отделом, у меня это слово, его просто не было. И блин не ругательное на Б. И сейчас, смотрю, вернулось в мой этот самый лексикон. Надо исправлять. Ну окей. Драуги. Драуги это латвийские, в латышском языке друзья. Едем дальше. Ну вот уже впереди городок этот Акен. 3 километра остается. Справа желтое поле, слева зеленое поле. Руки какие грязные. Добрались мы. Состояние уже намного лучше. Не знаю, что там дальше будет у нас. Что меня там ждет? Сразу будут выгружать, очередь там или что? Нет, я здесь не был. Я что-то там в другом похожем. Или просто там фирма так называлась. Акен.
Что это такое? Ну, в этом городке, по-моему, я не был. Мне нужно как Борбелдунг. Тоже Пилкингтон какой-то называется. Пилкингтон Автомотив. Это что, филиал, что ли, у них тут такой? Вполне возможно, да. За мной там два немца идут, походу. Мне по барабану. Я иду по правилам 65-67. Надо, пусть обгоняют. Нафиг идти. Фриц, как это, любит, блин, порядок, да? Будешь ехать быстрее. Сфотографируют ради порядка. Диван стоял на улице. Вроде уже сезон раздачи мебели прошел. Ну, вещей, да, у них тут на Западе часто есть такие какие-то дни, когда выносят старую мебель, старые вещи. Кто-то продает там за копейки, кто-то, ну, отдают. Можешь ехать и забирать. Так, ну что там, через 750 налево, сейчас узнаем. Эти ребята за мной идут. И там какая-то, блин, уже очередь стоит, что ли, или что это? Машина. Или просто припаркована. Городок маленький, наверняка здесь есть. Выезжает, может быть. Или там паркинг. Паркинг, там какой-то магазин, что ли. Да, магазин тут есть, ребята. О, блин, вообще. И он заехал прямо к магазину. Ну, вообще круто. Или это доставка была. А вот он заехал здесь, встал и сходил в магазин и сейчас выехал. Нормально. А чё, правильно? Так, где нам тут налево поворачиваться? А, вот там дальше. 350 метров показывают. Здесь налево, да? Это тоже сюда, нет? Дальше. Ну и хорошо. НСГ. Кто там был? Пилкингтон. НСГ. А вот Пилкингтон. Налево, туда, вниз. Хотя здесь можно было бы, наверное, развернуться. Пилкингтон Автомотив. Зона. Ахтунг. Вот они, стекла. А куда мне ехать? Где офис? По красной еду. Так, я здесь, по красной. А где там офис? Не вижу. Да, там где-то офис. Expedition. Где-то должен быть офис. Поедем искать офис. А, ну вот. Как бы здесь. Сейчас встанем, сходим. Здесь что-то такое похоже. Адрес 16-й дом как раз. Пойдем сходим, ребята. Так, ну что, ребята, выгрузились мы. Написал, спросил, что дальше. Ответа пока нету. Поедем в сторону назад. 3.25 у меня и 3.04 вождения.
Поедем на Реклингхаузен в сторону. А там станем на первый паркинг и будем ждать. Там магазин был, но там, блин, наверное, фиг я там заеду. Там этот хитрый заехал, но это же немцы, им можно. Им можно. Это нам нельзя. Йохайды, Арара. Потерян сигнал GPS. Находи. Сигнал GPS. А, вот сейчас мне направо надо будет, там, на перекрестке. Вообще сигнала нет. Телефон завис. Ладно, по основному поедем маршруте. Пропустим этого. Их всех. И велосипедиста, и тетю на машине. Грузовик. Попробуем, может быть там где-нибудь стану возле магазина. Где-то он тут рядом был, насколько я помню. Велосипедисты это опасные, блин, люди. Надо за ними, блин, глаз да глаз смотреть. Тем более обгонять на железнодорожном. Вот тут этот самый магазин. А стать где здесь? Если я заеду, я потом выйду там. Фиг, там написано проезд запрещен. Нам надо где-то здесь встать и сходить в магазин. Так будет самое правильное, правда? Я думаю, так будет самое верное.
Ну что, друзья мои, закончился этот суровый день. Выгрузился я, как я говорил, потом получил задание приехать на Евроглаз, в час типа погрузиться и в 3 часа якобы выгрузка. А потом диспетчер присылает мне: блин, я забыл, что ты же с ночи работаешь. Я говорю, блин, даже не знаю, успел я загрузиться. Я говорю, мне вообще-то паузу надо сделать. Я говорю, кушать хочу. Ну, там, а ты разве не делал паузу? Я говорю, делал, я 15 минут делал. Я там делал, 45 минут делал, потом еще 15 поспал, потому что пипец. Вот. И, блин, на погрузке я выдержал паузу 45 минут, потом перешел на молоточки. А так бы вообще сюда бы даже еще не успел. Ну, впритык бы успел, потому что там оставалось у меня 30 минут. Вот. Приехал я сюда. Подошел к воротам с другой стороны. А этот сюда говорит, да, ты можешь сейчас уже ехать грузиться. Я говорю, а сколько длится погрузка? Он говорит, а сколько у тебя времени есть? Я говорю, у меня час-полтора, не больше, все. Он говорит, о, не успею. А какая у тебя пауза, 45 минут или на ночь? Я говорю, rest time 9:11. Он говорит, ну тогда давай завтра, после как закончишь паузу, сразу приезжай. Я говорю, а со скольки вы работаете? Он говорит, круглосуточно. Ну окей. С диспетчером связался, короче, завтра 3:30 я сюда заявлюсь. Тут буквально вот там Евроглаз, и вот здесь такой большой паркинг, и еще вот там на трассе есть 2 паркинга. То есть, ну и время, соответственно, блин, сколько, ребята, блин, 1:30 дня. Вот, правда, ветер дует. Тут и магазин рядом есть, Алди, но я уже сбегал в супернет, больше не хочу тратиться. Спать хочу, покушать хочу и лечь спать. Ну вот, и завтра, короче, я загружусь 3:30, сразу там на выгрузку, тут недалеко, 53 километра получается. И все. И дальше, ну нормально, уже если 3:30 стартану, то нормально будет, знаете, как. Раньше закончу завтра. Ну, конечно, 3:30 стартовать это нормально, но, блин, 11:30 это, конечно, ужас. Так что вот так. Что, показать вам паркинг можно. Ничего тут особого, конечно, нету. Ну, такой большой, кстати, паркинг тут. Таких полос, вот как это вот. Одна, потом вторая, и еще за мной где-то там 2 полосы. Нормально, хватит. И вот выезд вот здесь, раз. Я встал здесь свободное место, чтобы потом выезжать было нормально. Это вот не люблю вот так выезжать. Станет кто-нибудь, не доедет, и потом проблема. А так вот нормально. Раз выехал направо, взял и пошел. Как-то вот так. Ну, я думаю, что он бесплатный. И тут в основном все за стеклом. Я тоже за стеклом как бы. Так что все должно быть нормально. Ну все, ребята, сейчас покушаю. Завалюсь на пару часиков подремать. Потом займусь видосом. У меня 2 видео, кстати, еще надо загрузить. На этот самый, на YouTube. Пока время есть. Пусть грузится. Ну и тут туалет уже есть такое био, как я понял. Ну так что все в порядке, в принципе. Вроде спокойно, единственный ветер. Ну ладно, на этом буду заканчивать свой, блин, невозможный день. Рубило конкретно. Ну и нафиг, честно говоря. Ну, все хорошо, что хорошо кончается. Ну и как обычно, ребята, берегите себя, своих родных и близких, и все будет чики-пуки. Пока.